Август для многих– это время отпуска и отдыха, но нам, садоводам, не приходится отдыхать даже в этот последний летний месяц. Кто-то уже вовсю собирает и заготавливает на зиму урожай. Но мы, заядлые цветоводы, продолжаем высевать, делить и высаживать в свой сад цветы. Возможно, не все знают, что в августе высевают многие декоративные культуры. Спросите, зачем? Такие посевы частично разгрузят вас от весенних работ и поспособствуют своевременному цветению. За теплые летние дни и часть осени сеянцы успеют достаточно подрасти и окрепнуть, а соответственно и хорошо перезимовать. И уже в следующем году обязательно порадуют вас своим цветением. Летние посевы наиболее предпочтительны культурам с двулетним циклом развития, так как при весеннем посеве они зацветут лишь в следующем сезоне. К таким растениям относится гвоздика турецкая. Если посеять ее семена в сад в первой половине августа, кустики зацветут намного раньше. К тому же на следующий год вы уже получите полностью сформированные и окрепшие, закаленные зимовкой растения. Турецкая гвоздика хорошо зимует в условиях средней полосы. В садах с более суровым климатом ее посадки лучше укрыть лапником или спанбондом. В августе также высевают холодостойкие сорта гвоздики китайской. Этот цветок хорош своей неприхотливостью, яркими окрасками и универсальностью. Китайскую гвоздику выращивают не только в открытом грунте, украшая ее кустиками передний план клумбы и создавая цветущие ковры и бордюры. Она отлично подходит для кашпо, выращивания на балконе или террасе. Высота растений 20-40 см. Цветение длится практически все лето и сопровождается ненавязчивым ароматом. Сейчас еще не поздно посеять в сад неприхотливую мальву. Ее высокие соцветия очень хорошо смотрятся на заднем плане цветников, высаженные вдоль стен и заборов. Окраска цветов самая разная. Они бывают простыми и махровыми и смотрятся очень декоративно. По окончанию цветения мальва завязывает свои семена, которые сохраняют схожесть около 3 лет. Это растение способно давать свой самосев. Такой же считается и рудбекия. Ее яркие ромашки способны надолго украсить ваш сад, даже на открытых солнечных участках. Она засухоустойчивая и не страдает от палящих лучей солнца. Может обходиться без своевременного полива. Цветет почти все лето до октября, в зависимости от вида и сорта. Цветы бывают разной окраски и формы. В последнем летнем месяце высевают двулетние колокольчики и виолу. Растения очень неприхотливые и хорошо подходят для декорирования самых разных мест в саду. Это же относится и к аквилегии. Она станет расти на открытых и притененных участках, неприхотливая к качеству грунта и поливам. К тому же у аквилегии очень необычные привлекательные цветы, самые разнообразные окраски. Есть также эффектные махровые сорта. Если ваш сад не посещают маленькие дети, можете смело высаживать наперстянки и дельфиниумы. Красота этих растений всегда привлекает внимание, а их неприхотливость позволит вам создать самые эффектные и малоуходные цветники. Их роскошные пышные соцветия особо красиво смотрятся группами. Правда, не все знают, что эти цветы ядовитые. В августе, сентябре можно не только высаживать их корневища, но и высевать свежие семена сразу в открытый грунт. Таким же эффектным, но довольно токсичным является морозник. Его семена также высевают в конце августа, в начале осени. Этот многолетний цветок радует своим сверхранним цветением, в то время, когда сад еще спит. Чашевидные цветы морозника распускаются в период с февраля по июнь, в зависимости от сорта. Делить растения необходимо в период покоя, то есть по окончанию цветения. В середине августа высевают семена и высаживают луковицы рябчика императорского. Его незабываемое яркое цветение всегда заметно в весеннем саду. Очень многие мелколуковичные культуры также высевают свежесобранными семенами в августе. Конечно, такой метод размножения не всегда приносит стопроцентный результат, но воспользоваться им тоже можно. Гораздо проще выкопать и отделить дочерние луковички. Делают это осенью. К таким растениям относятся сцилла, гиацинтоидес, мышиный гиацинт, пушкиния, белоцветник и другие.
Довольно редкий и невероятно красивый почмопокровник, который цветет россыпью сиренево-голубых или сине-фиолетовых цветов с апреля по май, это Джефферсония. Данный многолетник без укрытия выдерживает морозы до минус 34-40 градусов. Растет на одном месте без пересадки много лет, постепенно увеличиваясь в диаметре и образовывая симпатичные дернины. Кустики высотой около 30 сантиметров. Посев Джефферсонии лучше проводить сразу же после сбора семян, так как при хранении они довольно быстро теряют свою схожесть. Если у вас есть в саду это растение, вы можете своевременно собрать его семена и посеять их летом, не оставляя процесс размножения на следующий год. Это же относится и к сангвинарии. Ее семена также не стоит хранить. Высевают их как можно раньше после сбора, то есть в этом же сезоне. Сангвинария очень красиво цветет. Особо красивы ее махровые формы, которые похожи на миниатюрные водяные лилии. К тому же этот многолетник спокойно выносит морозы до минус 40 градусов. Болезням и вредителям сангвинария практически не подвержена. Хорошо разрастается за счет своих корней, но агрессором не считается. Август – это подходящее время для посадки, деления и пересадки многих многолетников. Например, в конце лета можно высаживать и делить физостегию и флоксы метельчатые. Из более низкорослых культур для оформления пышного бордюра, переднего плана клумб и цветников можно посадить многолетний иберис и пышный кориопсис мутовчатый. Не забывайте также про неприхотливые садовые ромашки, которые тоже делят и высаживают в августе. Очень нравится мне перетрум девичий или матрикария. Совершенно неприхотливая, растет в полутени и на солнце, но более обильно цветет на хорошем освещении. Кустики матрикарии с возрастом теряют свою привлекательность, поэтому в конце лета или осенью их лучше поделить и рассадить. То же касается и взрослых разросшихся кустов клематисов. А вообще в августе-сентябре начинают делить и рассаживать очень многие многолетники. К таким относятся травянистые пионы и ирисы. Также в этот период делят разросшиеся примулы и майские ландыши. Эти неприхотливые многолетники будут лучше себя чувствовать в полутени, например, под ажурной кроной деревьев и высоких кустарников. К этой категории теневыносливых многолетников относится астильба. Ее кустики тоже можно делить и высаживать с августа до прихода осенних холодов. В конце лета уже начинают проводить выкопку и деление хост и гейхер. Если вы цените эффектные малоуходные многолетники, которыми можно украсить тенистые уголки сада, обязательно приобретите в свою коллекцию эти растения. Из сортовых хост и красочных кустиков всевозможных гейхер получаются потрясающие по красоте и простые в уходе цветники. Солнечные участки украсятся сухоустойчивые лилейники. В августе можно покупать и высаживать их деленки, а также выкапывать и размножать кусты лилейников методом деления корневища. А вот более капризные лилии делят и пересаживают не ранее, чем через 20-30 дней после окончания цветения. Ну и, конечно, в августе еще не поздно посеять некоторые овощные культуры и зелень. К таким относятся руккола, петрушка и укроп, всевозможные салаты, редька и дайкон. А в теплых садах еще можно посеять даже скороспелые сорта моркови, которые успеют до морозов нарастить свои нежные сладкие корешки. Я буду всем благодарна, кто дополнит мой сегодняшний список другими растениями, которые можно высевать и высаживать в августе. Какие работы вы проводите в последнем месяце лета? Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе выхода новых роликов. А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.